Идеи различных текстур с участием чайного пакетика. Испитые и высушенные пакетики готовим к работе. Это мне еще понадобится. Из клея ПВА и чая замешиваю довольно густую текстурную пасту. Остаток немного разбавляю клеем ПВА. Сразу снимаю скотч. Когда подсохнет верхний слой, можно придать волнистость. Теперь вернусь к предварительно проглаженным утюгом пакетикам. При обжиге воспользуйтесь влажным полотенцем. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Такую плотную бумагу замочите на несколько минут в теплой воде. Приклеиваю на клей ПВА. Используя эффект прозрачности пакетика, можно приглушить слишком яркий цвет или даже придать винтажность бумаге, а также объединить элементы коллажа с помощью этого приема. Клей ПВА приклеиваю содержимое пакетиков. Салфетка. Делаю декупаж. Пакетик можно приклеить сразу, не дожидаясь высыхания. Фрагмент газеты обычной черно-белой можно приклеить на заготовку, а сверху пакетик. Покрываю акриловым лаком бумажные фрагменты коллажа. Здесь тоже полоска чая. Цель этого видео – показать различные текстуры с использованием чайного пакетика. Панно – это побочный результат. При помощи шпаклевки и трафарета закрываю стыки. Послойное окрашивание акриловыми красками. Излишки краски удаляю увлажненной тряпочкой.
При помощи очень мокрой кисти делаю подтеки. Там, где не нужно, потеки можно убрать. Сильно разведенную водой акриловую краску брызгаю из распылителя. Когда высохнет, выделяю фактуру краской сливочного цвета. А также выделяю пупырышки на чайных полосках. Добавляю чуть-чуть металлизированного воска. Тонирую края методом сухой кисти и окрашиваю черным торцы. Еще чуть брызгов из распылителя. С чайными пакетиками можно создавать абстрактные картины, декорировать таким образом обложки альбомов или крышки шкатулок. Если спланировать композицию заранее, то не обязательно оклеивать чайными пакетиками всю заготовку. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.